Итак, ребят, всем привет! Сегодня хочу поговорить о интересной ситуации, которая разворачивается вокруг Венесуэлы. То, что сейчас вокруг этой страны, которая играет на самом деле большую роль, да, в том, что сейчас идет мировой переворот. Я рассказывала о ней в подкастах, то есть что Венесуэла это стала последняя капля и, по сути, отправная точка для некоторых стран для того, чтобы начать бороться с мировой гегемонией глобалистов. И то, что сейчас, да, начинается какое-то непонятное телодвижение вокруг Венесуэлы, я думаю, это все идет не зря. И на самом деле мне очень жалко, что я не успеваю выкладывать вовремя видео, потому что я записываю видео рано, но пока они проходят обработку, пока человек, который занимается монтажом, мне их монтирует, пока тоже это все выкладывается, потому что я оформление сейчас передала другим людям. Пока это все оформится, пока это все сделается, это видео смонтируется, проходит время, и, к сожалению, некоторые вещи становятся неактуальными, или может складываться такое впечатление, что я как-то уже говорю постфактум. Мне это очень сильно неприятно, поэтому я думаю, что, может, я даже где-то буду говорить видеодаты, на момент которых я записываю данное видео, потому что, допустим, видео про США и Азию, то, что было переворот мировой экономики, я записывала 24 октября. И после того, как я записала, через неделю уже начали происходить события, которые, по сути, были описаны мной в ролике, да, которые очень сильно похожи на то, о чем я говорила. А говорила я как раз там о том, что я увидела, как мировая экономика начинает сдвигаться и идет по этому Азия, да, то есть Индия, Азия, это все. То есть Китай, да, Владивосток, эта часть России и Америка, то есть как будто там начинает все крутиться, а Европа, она там где-то за бортом немного оказывается в мировой этой новом круге экономики. И потом, после этого, сразу же президент США едет, и начинает что-то там в Азии, начинает какие-то переговоры, да, новые контракты заключают и прочее, которые, я думаю, напрямую тоже связаны с переворотом этим новой мировой экономики и экономических путей в прямом. Но мое видео, оно даже на момент, когда сейчас я записываю видео про Венесуэлу, оно до сих пор еще не вышло, то есть то видео про мировую экономику, а события идут. Поэтому сейчас я хочу озвучить все-таки дату на момент, который я записываю это видео, это 31 октября 25 года. Я хочу посмотреть 31 октября 25 года на то, что будет происходить в Венесуэле, или что это на самом деле за телодвижение. На самом ли деле у США сейчас есть потребность сменить переворот, да, сделать госпереворот в Венесуэле, Мадуро. Некоторые вызывают такие, что сейчас идет борьба против российской нефти, а мы знаем, что в Венесуэле этой нефти просто очень-очень много. И на самом деле то, что я рассказывала, да, дефолт огромный произошел в Венесуэле, это было из-за санкций и в том числе из-за того, что на территории США очень много замороженных венесуэльских активов, то есть замороженных долларов, которые принадлежат этой стране. Из-за множества санкций там сейчас и пустые полки, и много чего еще. И здесь фактически тогда было Венесуэла, да, была превращена в банановую республику. Что же идет сейчас? То есть действительно ли они хотят сделать там, отменить эти санкции или что-то, какой-то поворот. Мне это интересно, я буду это смотреть на тонком, буду смотреть в прямом эфире. Кто знает, как я смотрю в прямом эфире, хорошо, кто не знает, могу сказать так. Я смотрю, пытаюсь описать свои ощущения, и пытаюсь описать то, что я чувствую и вижу на тонком, опираясь только на свои собственные знания, ощущения, да, и прочее. То есть это не конкретно, что я там вижу видения, даты там, или считываю, как на картах это люди считывают, нет. Я считываю чистую энергию, пытаюсь ее расшифровать. То есть, опять же, временные линии скачут, поэтому здесь такое все. Ну, посмотрим.
На самом деле то, что я видела, вот сейчас говорят о том, что в Венесуэле пытаются бороться с наркокартелями, и что якобы правительство эти картели крышует. И, кстати, ребята, у меня есть для вас хорошая новость. По вашим просьбам я наконец-то создала для вас уникальную, проверенную и очень крутую методику по избавлениям от зависимостей, о которой я ранее упоминала в курсе по отключению подключек. Я сама по этой методике бросала курить 5 лет назад, и этот способ стал для меня настоящим прорывом. И больше к курению я никогда по сей день не возвращалась, и даже желания не было. И то, что этот способ работает, я убедилась не только на мне, уже убедились мои близкие, люди из нашего солнечного клуба, а также ребята, которые проходили курс по отключению подключек. И я наконец-то собрала эту мощную методику и рекомендации как по питанию, так и по каким-то лайфхакам, чтобы не сорваться в один большой курс «Бросить курить по щелчку пальцев». Она проста, эффективна и подходит абсолютно всем. Даже тем, кто никогда не интересовался эзотерикой, чтобы каждый мог поделиться этой методикой со своими близкими, которые никакой эзотерикой не интересуются. В этом курсе я преподнесла все больше с точки зрения психологии, физиологии, питания и практических методов, чтобы не сорваться и не вернуться в прежнюю привычку. Я расскажу, как легко, без насилия над собой, словно по щелчку пальцев навсегда избавиться от никотиновой зависимости, а также алкогольной, пищевой и других, так как сама методика универсальная. Она пришла ко мне от моей души. Ее особенность в том, что она возвращает вашу собственную силу воли. Никотин, кстати, разрушает волю, а этот курс поможет вам ее вернуть. Самая удивительная цена курса ровно столько, сколько каждый курильщик тратит сигареты в месяц. Так что уже через 30 дней он окупится для вас свободой и здоровьем. Поэтому не откладывайте, проходите по ссылке в описании на мой дзен-класс, новый курс «Бросить курить по щелчку пальцев». Подробное описание курса, а также информацию вы можете найти на моем сайте, ссылка тоже будет в описании. Тем более, что первое видео вы можете посмотреть и ознакомиться с ним даже сейчас совершенно бесплатно на Дзен. Ссылка также в описании. Ну а мы продолжим. Вот то, что я чувствую, то, что я ощущаю, что Венесуэла на самом деле сейчас действительно стала каким-то рассадником. И я бы даже сказала, не только наркоторговли. Очень много каких-то вещей происходит в Венесуэле. Я вижу каких-то людей, они, знаете, как с такими мачетами или какими-то большими ножами. И там происходит торговля, знаете, как будто черепами. Вот я вижу черепа людей, но это может быть все что угодно, то есть может быть и, знаете, что и органы, или и дети, и, ну, какой-то очень сильно черный рынок это. Знаете, ребята, такое ощущение, что запрещенные вещества это на самом деле такая самая безобидная верхушка айсберга того, что находится в Венесуэле. И знаете, такое ощущение, что это все находится даже не вот, ну вот есть какая-то столица или крупные города, да, Венесуэлы, где вот еще там, ну, живут люди, что-то более-менее хорошо, все, а это какие-то села или поселки или вот что-то такое. То есть это какая-то территория, покрытая лесами, чем-то вот какими-то непроходимыми, может, ну, как джунглями или что, я не знаю, местную растительность там, но вот какие-то прям очень-очень местности, вот очень густая, где такая вот обильная растительность южная. И знаете, там как будто очень много каких-то картелей. То есть там какая-то контрабанда есть. Там даже не только контрабанда, там вот что-то связанное с людьми. Возможно, там идет трафик именно вот связанный с самой ужасной, наверное, да, торговлей на свете, которая может быть. И как будто там еще эти картели, они как будто как-то держат местное население. То есть вот эти села, поселки, еще что-то, как будто вот эти вот
люди принадлежат им. Они как-то вот прям, знаете, какая-то такая жесткая картельная диктатура. Вот именно картельная. Я не скажу, что это вот, знаете, чем-то похоже на вот как «Золотой треугольник». Вы читали, да, вот «Золотой треугольник» — это был Таиланд, Камбоджа, там еще, по-моему, что вот, а там всякую вот эту вот гадость выращивали, да, потом ее распространяли по миру, а здесь что-то подобное, но я не вижу, чтобы там выращивают, но что-то как будто делают там. Может быть, это какая-то переходная точка, знаете, где это делают. То есть где-то берут сырье, а там это как варят, жарят, я не знаю, там, чем они там это занимаются, но что-то там, какое-то производство или какая-то переработка этого есть, действительно. И в этом участвуют это обычные люди, которых заставляют это делать. И люди, которые вот это делают, они как картели. Почему-то вот я думаю, ну, связано как-то с государством или нет. Но здесь странно. То есть, знаете, какой-то прямой связи с государством, вот прям вот с государством нет. То есть, допустим, я чувствую, ну вот пытаюсь связать, то есть связано это конкретно с Мадуро, да, вот этим вот. Я не чувствую связи того, что Мадуро это как-то курирует, или Мадуро как-то это с этим связан, с этими торговлями, ну вот этими подпольными торговлями, но я чувствую, что есть какие-то люди в государстве, действительно, которые сидят там в Венесуэле, которые с этим связаны и которые это покрывают и курируют. Такие люди действительно есть, но это не сам Мадуро, не сам президент. Но эти люди есть в его окружении, и он вряд ли знает, что они этим занимаются. То есть он как будто в таком, знаете, этот человек считывается как какой-то человек идеи больше, и он такой, знаете, лидер, который все-таки светлый лидер. Он хочет чего-то дать своему народу, да, он хочет действительно, чтобы люди жили хорошо, но он слишком хорошо относится к людям. То есть он как будто вот слишком хорошо относится к людям, которые вот его окружают. То есть он некоторых людей не видит такими, какими они есть, но он очень сильно верит в свое окружение, что его окружение разделяет его идеи, что его окружение хочет вот идти к тем же целям, которые вот он находится в какой-то такой собственной немножко иллюзии реальности, да, где он считает, что он окружил себя надежными, верными, чистыми, светлыми людьми, но многие из этих людей с гнильцой, я скажу вот так. Многие из этих людей с гнильцой, то есть перед ним они играют какую-то определенную роль, вот такую, какую он хочет видеть, да, а сами, ну, плюсом там еще, знаете, как вот говорят, подворовывают, подторговывают чем-то, то есть, ну, как будто вот коррупция, да, какая-то есть, то есть чем что-то они какой-то свой выгоду свою всегда держат. Вот есть прям у них вот это, что они всегда держат свою выгоду. И в том числе у них есть выгода, опять же, мне идет вот картельные сговоры, то есть с какими-то картелями. Картельные сговоры. И эти картельные сговоры, они связаны не только, кстати, да, вот я вижу, что эти картельные сговоры, они связаны не только там с какими-то странами Мексиканского залива. Эти картели как-то очень сильно связаны с Европой, ребята. Очень сильно связаны с Европой. И этот трафик какой-то, вот, который у этих картелей идет, он напрямую как-то снабжает Европу чем-то очень плохим. Вот очень чем-то плохим. Я имею в виду, что это какой-то вот такой чернушный рынок, который снабжает, ну, всяких не очень хороших личностей, да, с очень серьезными отклонениями в голове, ну, тем, от чего мне хочется болевать на самом деле, да, при одной только мысли об этом. У меня даже закружилась голова, и мне кажется, что, знаете, вся вот эта вот возня с тем, что вот сейчас мы поддержим венесуэльских там оппозиционеров, там будем, значит, как-то там где-то с Мадуро бороться, еще что-то, это как такое тоже один из флагов прикрытия, да, это что-то вот как один из моментов прикрытия для того, чтобы перекрыть опять какой-то канал. Вот такое ощущение, знаете, что
все подобные вещи, ну то есть все картели, все вот эти вот черные рынки, да, черные вот такие вот какие-то, вот я прям вижу там, знаете, такой черный, вот даже не канат, а какой-то туннель такой, да, по которому текут деньги. Вы знаете, как говорят, черное золото, только это не нефть. Хотя нефть тоже, мне кажется, как-то там фигурирует. То есть, возможно, что эти картели тоже как-то незаконно, да, или что-то еще. Может, эти шахты разворовывают или что-то такое, я не знаю. Но здесь именно вот этот поток черного золота двояко. С одной стороны, такое ощущение, что действительно хотят открыть туннель черного золота, то есть, возможно, именно чтобы нефть поставлялась из Венесуэлы в Европу, да, именно чтобы заменить российскую нефть на вот европейскую, хочется сказать, то есть на нефть именно из Венесуэлы или частично хотя бы, да, как-то перекрыть это, возможно, из Венесуэлы в США, а дальше уже как бы вот какой-то торговый, то есть какой-то, да, задумка, да, какой-то такой план реализовать насчет того, чтобы как-то венесуэльской нефтью воспользоваться, то есть взять эти ресурсы под некий контроль или под какое-то управление внешнее, допустим, каким-то компаниям частным отдать или что-то такое, которые будут работать внутри Венесуэлы, но только они будут работать на уровне частных компаний, да, внутри какой-то страны, вот, и получать это, ну, что страна тоже от этого будет получать какой-то, ну, какие-то деньги, да, золото от того, что там будут добывать эту нефть и так далее, но здесь есть такой момент, что хотят перекрыть вот эти еще картели как некую артерию, то есть вот сейчас, знаете, такое ощущение, что вот этот коридор какой-то, черный коридор, он как некая артерия такая пульсирующая, которая постоянно, вот прям, вот знаете, как нефть качают, то есть качает деньги, и она спонсирует тех, кто за кулисами, то есть, скорее всего, вот эти черные рынки, которые идут в Венесуэле, они очень сильно питают глобалистическую систему, то есть, так или иначе, то, что я видела на тонком, что все глобальные какие-то рынки и по торговле веществами, и по всяческим разным другим, да, вот этим вот, они все курируются на самом высоком уровне, то есть нету какого-то отдельного человека, который на этом зарабатывает и все остальное, как нам там рассказывали, вот есть один там какой-то такой предприимчивый дядя, и это принадлежит только ему, нет, это из разряда того же бреда, что вот люди сами вышли на улицах, и вот им никто не платил, вот, здравствуй, Сорос и компания, и здесь примерно то же самое, все самые страшные трафики, все самые вот эти вот ужасные вещи, все курируются на самом высшем уровне, то есть на эшелонах глобалистов. И здесь это как одна из очень крупных, вот почему-то, знаете, такое ощущение, что месторождение прямо этого. То есть как будто на территории Венесуэлы после переворота, который... Мне даже тяжело об этом, если честно, говорить, прям плохо становится от этой энергии, которую я там считываю, что после переворота, вот, когда это все случилось, да, когда Венесуэлу превратили в банановую республику, там было очень много голода, люди прям голодали, я это чувствую, вижу, и кто-то на этом горе, то есть приехали какие-то люди, но они приехали из-за рубежа, то есть это была не Венесуэль, они приплыли на кораблях или на чем-то, не знаю, то есть это какие-то люди, которые там обосновались, и на чужом горе и несчастье устроили там месторождение, условно, да, вот такого рынка на крови, прям жесткого рынка на крови. Там, то есть, знаете, такое, прям плохо мне. Это где-то, вот если смотреть на Венесуэлу, да, это где-то на юге Венесуэлы происходит. То есть это не на самом даже, вот это, знаете, это может быть даже
континент вот этот, там это еще есть. То есть как будто это как-то вот какая-то как точка, да, где это все в безопасность какую-то превратилось. То есть я не очень сильна в географии, но вот юг Венесуэлы, да, и как будто откуда-то вот с западной стороны, да, вот как будто вот запад и север, вот Венесуэлы, как будто вот что-то стягивается в страну, да, но по большей степени как-то это, знаете, как будто с запада, юг, вот с запада, да, туда как будто что-то прячут. Вот знаете, как будто на юге есть что-то, вот, как какой-то сундук, да, куда можно спрятать то, что хочешь спрятать. То есть как будто кто-то торгует этим в другой стране или что-то происходит в другой стране, а на юге, вот Венесуэла, у них как склад какой-то определенный, там, где никто не найдет, там, где вот какие-то леса, там, где вот это все. И это все каким-то образом связано с Европой. Я не вижу, чтобы это сильно было связано с США, как говорит Трамп. Да, он говорит, что вот в США оттуда что-то вот идет большим потоком, там всякие запрещенные вещества и так далее. И может быть вещества и идут, да, может быть вещества какие-то идут, но то, что я сейчас вижу, ребят, вот серьезно, вещества это какая-то безобидная детская херня по сравнению с тем, что там вообще происходит на самом деле. С тем, что там обосновалось, с тем вот это какое-то вот реально, знаете, месторождение. Вот образ идет такой, будто это как какая-то, знаете, как будто какой-то клочок земли, да, вот нашли, и там устроили место, вот месторождение, да, вот как нефть качают, только вот качают людскую кровь. Вот прям такого что-то. Какой-то бизнес построенный на крови. Да, это жесть. Я не хочу дальше туда окунаться. Мне сейчас больше интересно, что хочет Трамп и на что направлены вот эти... Мне интересно, на что направлены вот эти самолеты и там подводные лодки или еще что там целую там что-то прям такое собрали у берегов Венесуэлы. Постоянно говорят о том, что вот Венесуэла, сейчас будем, значит, разбираться с Венесуэлой, Венесуэла, то есть была, что именно они хотят там. Вот знаете, идет такой образ, во-первых, на голову давит, во-вторых, идет образ, что вот сдавайтесь, вы окружены, да, полиция или что-то такое. То есть такое ощущение, что окружить это все со всех сторон, знаете, как в кольцо какое-то взять, да, чтобы у них не было выхода, куда бежать, чтобы создать какое-то кольцо такое, и чтобы вот это месторождение, условно, да, как-то загнать в тупик. Тут основное даже не то, что там Мадуро, там еще, а именно вот этот трафик перекрыть. Какие-то люди в Европе, опять же идет Европа, вы понимаете, вот опять же идет Европа почему-то. Может, потому что там, я не знаю, собрались эти глобалисты или что, вот, я не знаю, но опять же идет Европа, потому что у Европы есть какие-то доноры, то есть доноры это люди, у которых большие деньги, да, есть какие-то деньги, и у них есть какие-то деньги, которые отмывочные деньги, нелегальные деньги, или которые вот, сейчас объясню, попробую объяснить, как будто вот ЕС, или вот это вот даже там, знаете, Урсула фон дер Ляйен, там условно и все такое, их вот эти вот деньги, которых у них очень много, да, типа они там разбрасываются направо и налево. У них есть очень много, знаете, какая-то сеть сосудов такая, да, то есть у них прям вот как корневая система, которая уходит гораздо глубже, чем они показывают. Она вот на поверхности находится, давайте так, 60%, да, где-то 60% это корневой системы, которая качает деньги, да, в себя, всасывает деньги в себя. 60% находится на поверхности, а еще вот эти вот 40%, они какие-то подземные корни. То есть корни подземные, почему? Потому что их не видно, да, это то, что не показывается, то, что скрыто под землей. И вот эти вот корни, они запитываются, вот прям очень много денег там проходит, невидимых денег. Это вот прям насыщение этих черных корней, идет оружие. Ой, оружие это самое безобидное, что там насыщение идет. Оружие, люди,
вещества, рабство, в том числе с интимным подтекстом, да, рабства. Очень жестко. Там все как какой-то, знаете, Содом и Гоморра какая-то. Сейчас пришла такая картинка. Знаете, эта картинка даже не о обычных людях, которые вот живут вот в этом, а знаете, как вот какие-то элиты или что-то такое, да, какие-то люди на верхушке общества. И вот как в фильмах там вот показывают широко закрытыми глазами или еще чем-нибудь, что типа вот, знаете, люди, которые вот настолько пресыщены жизнью или вот настолько вот, знаете, мифы были, ну вот древнегреческие рассказы, что вот они пиры устраивали, да, и они жрали, потом болевали, потом еще жрали, и вот типа вот это чувство пресыщения, что они вот даже уже наедались, да, уже обжирались, но они все равно вот из себя вырыгивали, продолжали жрать. То есть такое вот чрево, которое, ну, пресыщение, да, такое вот прям пресыщение, уже всем просто присытился, и вот это ощущение пресыщения какого-то, которое переходит в некое извращение. Вот оно настолько вот мерзкое, реально, что вот оно как будто вот он жрет, он же как свинья жрет, потом блюет и опять жрет. И вот таких вот, как будто они уже настолько присытились, у них уже настолько вот это пресыщение, что они уже вот им что-то такое надо, чтобы уже вот какие-то прям самые-самые вот такие отвратительные, ужасные какие-то вещи, ну, самые извращенные свои фантазии, понимаете, какие-то вот присыщать. И я больше могу сказать. То есть для этих людей, обычные люди, да, которые живут на Земле, они как, знаете, как большой эксперимент, то есть там настолько вот это чувство пресыщения до блевотины у них, что они хотят просто вот, по сути, издевательства над другими людьми, да, в том числе над целыми обществами. Для них это игра, то есть они даже уже настолько пресыщены, настолько вот обожравшиеся всего, что для них устраивать какие-то голодные игры, знаете, как в том фильме, это вот уже вот такое, то есть удовольствие такое эстетическое некое, издеваться там над целыми какими-то общинами, над целыми обществами, их очень много, и они, знаете, такие психически прям очень сильно ненормальные люди. И они реально вот, как в Венесуэле, да, вот на юге там вот, где-то там не только Венесуэла, там еще что-то есть, устроили какую-то вот свою вот такую вот точку персональную. Это, знаете, это, скорее всего, вот те как раз люди, про которых я говорила, что не чувствуют, что весь мир им принадлежит, они как будто могут творить все, что хотят. Настолько вот это вот все у них уже там, я не знаю, там уже виноград этот изо рта валится, что они вот уже все вот. И есть очень много людей, к сожалению, да, в мире, которые готовы им вот это обеспечить, которые готовы им дать то, что они хотят. То есть любое их извращенную фантазию, любую их вот это вот извращенное желание удовлетворить. Это, к сожалению. И как раз-таки, как я понимаю, сейчас в Венесуэле происходит то, чтобы отрезать их от поставок, то есть отрезать их от вот этого какого-то трафика, да. Будет ли при этом свергнут Мадуро, да, будет ли выбран другой президент? Ну, это рассматривается, скажем так, на повестке дня. Я вижу Трампа, который действительно, ну, думает о том, чтобы сменить там на более лояльную власть какую-то, да, это обсуждается, это как-то вот, опять же, да, чтобы было лояльно и для Венесуэлы хорошо, и чтобы Соединенные Штаты, ну ладно, так, да, более-менее, то есть это обсуждается. Но, скажем так, основной приоритетной задачей в том, что сейчас происходит в Венесуэле на данный момент, не является. То есть основная задача действительно бороться с трафиком, но немного не с тем трафиком, который представляется общественности. Общественности представляется, ну, такая самая-самая лайтовая флаговая версия, да, но полностью весь глобализм вот этого звездеца, который там происходит на юге Венесуэлы, там не рассказывается.
вот, скажу так. То есть, потому что здесь идут, опять же, подковерные такие игры. И, кстати, есть еще ощущение такое, что вот в Китае, да, я тоже чувствовала, что в Китае еще со времен там того самого опиумного периода, да, когда вся страна сидела на опиоидах, сохранилось очень много тоже всякой мафии, всего с ними активно борются, но есть очень много черного рынка. То есть Китай прям там этого черного рынка тоже хватает. Но там черный рынок это все-таки не про людей, да, не про эту торговлю, а это как раз-таки про всякие вещества, про производные вещества. То есть это что-то химия какая-то. Вот именно там очень много химической промышленности, и там очень много химических, именно всяческих синтетических, химических, всяких вот этих вот гадостей изобретается, производится, какая-то контрабанда вот этого идет. И в том числе отмывка денег, то есть это я даже видела, вот рассказывала, когда были локдауны, да, и Китай закрывал там банки, что-то были какие-то моменты, когда Китай останавливал банки, там деньги, было такое, что просто вот людям то ли деньги не выдавали, то что такое, то есть банковская система останавливалась. И я тогда тоже видела и говорила, что это связано как-то с тем, что Китай пытается под эту тему, ну, то есть типа под шумок локдауна или что-то, вот когда остановилась вот эта банковская система, в том числе это было направлено на то, чтобы увидеть черные трафики, то есть для чего-то им это нужно было, для того, чтобы остановить черный трафик и где-то что-то, какие-то вот сделать определенные операции в борьбе с этим черным трафиком, то есть провести. Вот такого рода тоже была информация, поэтому я думаю, то, что Трамп говорил, что он в Пекин, да, обратится с тем, чтобы там вот боролись с вот этим фентанилом или чем он там называл, ну, короче, с вот этими веществами, он именно имел в виду ну, совместную работу, все, но это не просто так взято. И я могу сказать, что из моего опыта Китай тоже в этом очень сильно заинтересован, ну, из своего опыта, из своих видений, да, того, что я видела. Вот, ребята, вот такие вот дела, так что, да, есть там в этом очень большой момент огромнейшей правды, вот, с тем, что происходит в Венесуэле. Сейчас говорю, я это записывала на момент 31 октября. На этот момент еще только там говорилось о том, что несколько суден подбили, которые идут с Венесуэлы, говорили, что это судно с веществами, и там какие-то торговцы, да, вот эти нелегальные, контрабанда идет и так далее. Вот. Но я думаю, что там не только всякие вот такие вещества были, потому что так или иначе, что там конкретно перевозилось на этим кораблям, нам еще так и не сказали. Ну, а у меня на этом все. Свое видение ситуации я вам рассказала. Всем пока-пока, до скорых встреч. Люблю вас.